Добрый день, меня зовут Евгения Чирикова, я экологический активист. Друзья, мы с вами живем в какое-то совершенно фантастическое время. Дело в том, что после ареста Алексея Навального лично я наблюдаю какое-то беспрецедентное объединение людей, тысяч людей и внутри России, и на Западе, по всему миру, которые вдруг стали выходить за освобождение Алексея Навального, но не только за него. Стали выходить за освобождение политических заключенных, и раньше такого объединения просто не было. Мне кажется, что дело в том, что вот этот путинский режим, он просто всех достал, и Алексей Навальный явился просто катализатором вот этого процесса объединения людей. Пожертвовав собой, он объединил тем самым нас. И это уникальная возможность для того, чтобы как-то проявить себя в этом общем деле. Каждый здесь найдет какую-то свою интересную для него деятельность. Поймет, как ему лучше всего пнуть этот путинский режим и добиться того, чтобы невинные люди оказались на свободе. Вот с моей точки зрения, наиболее эффективный метод борьбы с путинским режимом – это лишить их газовые трубы, лишить их вот этого потока нефтедолларов, на котором они, собственно говоря, держатся. Вот почему мы с моими товарищами, экологами и климатологами на Change.org запустили петицию «Стоп Nord Stream 2». Сейчас я вам расскажу, что такое проект Nord Stream 2. Это такая труба, которая тянется газовая аж с Ямала через всю территорию России, дальше она идет через Кургальский заказник по дну Балтийского моря и идет прямехонько в Германию. И вот несмотря на то, что в России травят оппозиционеров, несмотря на то, что там сажают невинных людей, убивают их, несмотря на все это, Германия собирается и дальше башлять за российский газ путинскому режиму. На что Путин тратит эти деньги, мы все с вами прекрасно знаем. Машины пропаганды, репрессии и отвратительные кампании против соседских государств. Вот этому надо положить конец. Вот почему именно сейчас, когда возобновляется проект Nord Stream 2, я считаю, необходимо в полный рост встать, распространять максимально петицию, которую мы адресуем не только властям России, но и властям Германии с требованием четким остановить проект Nord Stream 2. Проект Nord Stream 2 имеет и климатические, и экологические проблемы. Климатические очевидно, поскольку это газовая труба, получается, что использование газа – это дополнительная эмиссия парниковых газов, ничего в этом хорошего для климата и для нас с вами, для планеты нету. Лучше эти деньги, которые тратятся на прокладку вот этого трубопровода, потратить бы на зеленую энергетику и на возобновляемые источники энергии. Проект имеет экологически большие проблемы, потому что для того, чтобы реализовать этот трубопровод, построить его, понадобилось изменять российское законодательство. И сделано это было по требованию западной компании Nord Stream 2 AG под руководством экс-штази Варнига Матиаса, хорошего такого друга Владимира Владимировича. И, честно говоря, на мой взгляд, вот это как раз показывает, насколько непатриотичны власти России, которые готовы по указке с Запада менять так российское законодательство, чтобы коцать наши с вами заказники и уничтожать уникальные природные зоны. Этот проект плох и тем, что он раздирает Европу, потому что из-за него начинаются скандалы между европейскими странами, между, например, странами Прибалтики, Польшей и Германией, потому что у них совершенно разные интересы. И Германия лоббирует этот проект, а остальным странам этот проект совершенно не нравится. С моей точки зрения, Путин получит хороший щелчок по носу, если проект Nord Stream 2 будет остановлен. Поэтому я призываю вас максимально активно подключаться, распространять петицию «Стоп Nord Stream 2» и помогать этому нашему общему делу. Я вообще считаю, что мы с вами живем в какое-то уникальное время, у нас с вами масса возможностей для того, чтобы повлиять. И мы с вами молодцы, мы сделали первый шаг. Мы вышли на площади наших городов, неважно, где мы живем, в Америке, в Эстонии или в России. Мы показали, что мы есть, что мы крутые и что с нами надо считаться. Так что я вас призываю, не останавливаемся и продолжаем работать.